Друзья, всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Всем привет из Бангладеш. Сегодня мы приехали в город Читтагонг. И побываем на кладбище кораблей. А также посмотрим на местную колоритную жизнь. Из города Дака мы приехали в город Читтагонг. Здесь у нас ожидают очень интересные экскурсии, а пока я покажу вам наш отель. Отель называется Best Western. Как вы знаете, это большая сеть. Проходим на ресепшн. Здесь идут ремонтные работы. Отель чуть-чуть приводит в порядок, хотя здесь и так все прекрасно в целом. Стульчики ожидания со столиком. Также здесь есть кафе. В кафе можно заказать кофе, чай, съесть пирожные. Еще одна полезная штука. Особенно пригодится после приключений по Бангладешу. Здесь есть план этажей, где и что находится. Давайте пройдем с вами на 3-й этаж, туда поднимемся. Здесь находится банкетный зал. Также здесь есть сауна, парикмахерская, необходимо заранее записываться, и тренажерный зал. О, какой он огромный! Аж 4 беговых дорожки, есть гантели, силовые тренажеры, эллипсоиды. И сейчас я поднимаюсь на 7-й этаж. Здесь находится спа-центр. Меню спа-центра находится в комнате. Ну, вот так вот он выглядит. Не будем то заходить внутрь. Давайте пройдем в нашу комнату, я вам ее покажу. У Али в точности такая же. Здесь двухспальная кровать, большой телевизор, есть прикроватная тумбочка, кресло, рабочий столик. Конечно же, в качестве комплимента нас ждали фруктики. Также есть холодильник, можно им воспользоваться. Есть чайник, водичка, чай. Также в холодильнике есть мини-бар, поэтому можно постоянно не бегать вниз. Стоимость напитка, кстати, всего лишь по 50 дак местных. Это недорого. Есть также шоколадка, водичка. Также есть различные снеки. Все это за дополнительную плату, и здесь написана цена. Все свои вещи мы разложим, конечно же, в вместительный шкаф. Есть сейф. Тапочки. Очень красивый вид открывается из окна на Бенгальский залив и на высокие здания города Читтагонг. А еще обратите внимание на окно за телевизором. Отсюда тоже открывается панорамный вид на пристань, на цветные здания. Очень красиво. И давайте пройдем в душевую комнату. Здесь большое зеркало, мыло, конечно же, набор различный зубной, шапочка для душа, есть мыло, ну и, конечно же, сама душевая комната, чистые полотенчики, там тоже есть шампунь, гель для душа, ну и, конечно же, унитаз. А еще сотрудник отеля рассказал мне, что здесь есть обзорная площадка прямо на крыше. Здесь находится ресторан, но пока неизвестно, открыт он или нет. Ну вроде бы вот у нас получилось войти. Окей, nice, thank you. Поэтому здесь тоже есть ресторан. Иногда здесь играет живая музыка. Сейчас на улице наконец-таки тепло. Это отсюда можно прочувствовать весь дух Бангладеша. Как всегда, вокруг смог, так же, как и в Индии. Сейчас мы пришли на завтрак. Можно взять блюдо из буфета, либо приготовить себе какие-нибудь яйца вареные, либо жареные, либо яичницу. Сейчас я подошла к станции. Также здесь можно заказать местную лепешку, как сказали. Вот я заказала себе одну штучку. А теперь давайте посмотрим, что есть из буфета. Здесь различная выпечка, круассаны, сладкая выпечка. Теперь из блюд. Есть овощной суп, есть куриный супчик, различные панкейки, французский тост, к ним можно добавить кленовый сироп, сосиски,
овощи, картошка. Также можно взять фасоль, либо даже кашу. Лапшу жареную с яйцом. Также есть салатик. Из фруктов яблоки, папайя, гуава. Также есть дал с курицей. Овощи, тушеный микс. Курица карри. Курица в соусе. Также есть рис. Khichdi. Это The у нас Bengali name is парата. paratha. Лепешки. Это It's the нан. naan. The halwa. Это такой местный молочный десерт. Также есть овощи, морковка, помидоры, есть йогурт и специальный десерт, который называется симая. Тем временем дожарились наши лепешки. Посмотрите, тесто как у чебуреков, но они без начинки. После завтрака мы уже в компании нашего гида отправляемся на экскурсию. Которая называется «Улица разбитых фонарей». Да, либо кладбище потерянных кораблей. Ну, что-то типа того. Кирилл, мы едем сегодня на экскурсию на улицу разбитых фонарей. Мы едем сегодня на кладбище потерянных кораблей. Первая остановка в нашей экскурсии не заставила себя долго ждать. Мы оказались в очень шумном месте. Это утренний рынок, рыбный рынок в Читтагонге. Очень много людей, очень много машин, тук-туков, которые здесь называют «зеленая коробка». Конечно же, запах рыбы непередаваемый. Помимо рыбы, мы видим, здесь также продаются кальмары, другие гады морские. Только что нам показали местную рыбу, бангладешскую, которая называется хича. Ну или как-то в этом роде. Как мы видим, рыбу здесь фасуют в огромные мешки со льдом. На рынке хоть и царит атмосфера такая трэшовая, но все равно все достаточно дружелюбны, хоть на нас и смотрят, но все машут руками, готовы показать свой товар. Креветки и правда здоровые. Здоровые свежие креветки. Вау. Как раз в этой части мы можем видеть корабли, на которых рыбаки ездят за рыбой. Иногда их путешествие составляет даже 2 месяца. И они ловят рыбу в Бенгальском заливе. Огромные шхуны рыбацкие. И потом огромный улов. После рыбного маркета мы уехали недалеко. Мы снова находимся на берегу Бенгальского залива. И сейчас мы посмотрим, как рабочие фасуют здесь соль, которую добывают в море. Сейчас мы видим, как рабочие выгружают только что привезенную, добытую соль с лодки. Погружают их в огромные корзины весом 50-60 килограмм. Далее все это на головах они переносят на весы. Потом эту соль взвешивают, сортируют, фасуют и уже отправляют в различные точки магазина.
Сейчас мы находимся на борту судна. Здесь мы видим огромное количество этой соли, но здесь она вперемешку с песком. После того, как ее доставят на склад, ее там промывают, прочищают, и уже после чего фасуют и отвозят по магазинам. Сейчас мы попали на склад, как раз где эта соль промывается, проходит различные степени очистки, опять-таки вручную здесь работают, дышат целыми днями пылью, а потом соль фасуется уже в такие огромные мешки. Эта соль уже готова к употреблению, и она развозится по магазинам. Вот сейчас слева стоит владелец этой фабрики. Ну, по-английски, видимо, не очень разговаривает. Но, по крайней мере, смотрит за нами внимательно, что мы здесь снимаем, какой контент делаем. Этой фабрике уже больше 40 лет. Эту соль они не экспортируют, а используют только по стране. Сейчас рабочие рассказали, что они уже закончили на сегодня процесс очистки соли. Соль берется, сначала опускается вот в эти вот огромные бетонные бассейны, после чего каким-то образом она фильтруется. Ну все, поработали, теперь пойдем дальше. Кирилл, мы на улице разбитых фонарей наконец едем. Надеюсь, что кораблей. Следующей нашей точкой посещения будет военное кладбище. Мы сейчас находимся на кладбище, на котором захоронены солдаты времен Второй мировой войны. Многие жители нынешнего Бангладеш, на тот момент это была Большая Индия, являющаяся колонией Великобритании. Великобритания была союзником СССР, и они в том числе принимали участие в боях против союзников фашистской Германии, в данном случае Япония. В боях за Бирму, который сейчас называется Мьянма, тогда пало 45 тысяч человек, большая часть из которых это, собственно говоря, жители нынешней территории Бангладеш, тогда Индии. И здесь практически на каждой из могил можно обратить внимание, есть какая-то цитата от родственников, если была какая-то предсмертная записка, то от самого погибшего. На самом деле кладбище, конечно, не арлингтонское, но достаточно убранное, и вообще приятно здесь находиться, они ухаживают за ним и чтят память. Правда, это место больше напоминает красивый ухоженный парк с газоном, с цветами, нежели чем кладбище. Теперь вновь садимся на наш автомобиль и едем уже на кладбище, но кораблей. Спустя примерно 45 минут пути у нас наша главная остановка, одна из главных достопримечательностей Читтагонга. Это кладбище кораблей. Сейчас мы воочию, надеюсь, увидим эти судна на берегу. Пока мы видим, конечно же, очередное шумное место. Очень много продавцов и палаток. Очень много тук-туков. В общем, местная жизнь кипит. Сейчас за моей спиной мы можем наблюдать одно огромное судно, которое буквально разбирают по деталям, чтобы дальше отдать на переработку. Порядка 300 судов в год разбирается в этом месте. В основном из-за того, что они вырабатывают свой 30-летний ресурс. Сейчас мы идем по огромному пирсу, по очень длинному. Сейчас, как сказал наш гид, период отлива, поэтому слева, справа мы видим землю, и она еще вся в нефти. То есть, конечно же, купаться, о том, что здесь купаться, речи не идет. Идем мы по пирсу до самого конца, чтобы потом сплавиться на лодке и поближе увидеть суда, которые разбирают на запчасти.
в нашем распоряжении очень большая лодка. Гид рассказывает, что сейчас нет туристов. Ну и действительно, мы сегодня за весь день, гуляя и по рыбному маркету, и по производству соли, ни одного туриста не видели. Примерно 1,5 часа мы шли на моторной лодке вдоль берега, любовались полуразрушенными, полуразобранными кораблями, которых здесь сотни, если даже не тысячи. А сама береговая линия простирается на несколько десятков километров. Сейчас из-за плохой погоды, из-за дымки не удалось разглядеть все детали на кораблях. А раньше можно было попасть даже внутрь, посмотреть, как рабочие разбирают судно прям по винтикам. Но сейчас, к сожалению, рабочие не жалуют туристов, особенно которые с камерой. Поэтому приходится довольствоваться съемкой с лодки. Хотя мы слышали, что в столице Бангладеш, в Даке, также можно посмотреть на разбор корабля, который уже стоит на реке, и можно зайти даже внутрь. Возможно, когда мы вернемся в столицу, мы еще на это посмотрим. Ну а так, город Читтагонг, в котором мы сейчас с вами находимся, это один из 3 самых больших в мире городов по именно утилизации кораблей. Один находится в Индии город, один в Пакистане, и вот Читтагонг, Бангладеш. После прогулки на лодке решили взять бананчики. Ну вот наш гид узнал цену, сказал, что 40 така за связку бананов. Бананы, правда, сладкие, маленькие, вкусные. А сейчас наш гид предложил нам попробовать еще один местный фрукт, какую-то местную сливу. В итоге не слива оказалась, друзья, больше похоже на яблоко, некий палм. Да, на самом деле это больше разновидность алычи, если алычу пробовали. Сейчас наш гид предложил нам прогуляться минут 5 по улочкам. Здесь мы можем видеть различные детали из кораблей, которые вот разбирают, а здесь их также разбирают и продают. Гид нам поведал, что это улица, на которой продают все с кораблей, различные детали. Она протяженностью больше 5 километров. Причем по одной стороне и по другой стороне улицы. Гид говорит, если зайти внутрь, то там еще откроется целый мир этой кораблестроения и продукции, которую можно с корабля было снять, что-то починить и здесь уже потом продать. Чувствуем себя, как будто Титаник затонул, а мы вот пришли посмотреть, что с этого корабля осталось. Если по дороге к достопримечательности мы останавливались попить кофе, то сейчас гид привез нас в ресторанчик покушать местной еды, прежде чем мы попадем обратно к себе в отель. Мы сейчас находимся в достаточно локальном месте, которое специализируется именно на рисе, на различных его видах. То есть сейчас мы взяли блюдо качи-брияни. Вы сами можете оценить эту огромную тарелку. Здесь подается рис с различными специями, с томатом. Также очень много картофеля, курицы. И хорошо, что мы взяли одну тарелку на троих. Ну, плюс дополнительно взяли еще курочку. Людей очень много в этом заведении. То есть мы буквально урвали последний столик. Естественно, все местные ребята едят руками, но нам, как приезжим туристам, принесли вилки. А еще мы взяли вот такой вот местный напиток на пробу. До этого не пробовали. Вот мы его... Бурхани. Бурхани.
Вот такой вот напиточек бурхани зеленого цвета. Давайте попробуем, до этого не пробовали. Ласси со шпинатом. Ну, скорее мятная и вот эта вот приправа их вот стандартная, знаете, вот, Кориандр. который, вот сейчас эксперт по приправам. Ну, немножко на айран похоже, да, но вот If you like, we will order more, okay? как будто в рис даже, да, добавляют? Ну, что-то типа, да, ну, вот какая-то приправка такая. Но по консистенции получается как нечто среднее между кефиром или айраном, что-то кисленькое. В итоге, помимо курочки, у нас здесь еще овечье мясо или баранина. И тарелка, которую нам принесли, естественно, это не на одного человека. То есть мы просто взяли такую большую тарелку, она рассчитана на 3-4 персон. Рис, надо сказать, очень вкусный. С морковкой, с какими-то специями, с томатами. Вот, плюс картошечка, так нам привычная. Вот. Курочка, ну, конечно, тут достаточно много костей и кожи. Вот, приходится выбирать мясо. Но все равно цены демократичные. Интересно. Интересный опыт. Мы вернулись в наш отель. У нас была замечательная прогулка по городу Читтагонге. И все это благодаря нашему гиду и агентству, с которым мы сюда приехали. Агентство называется Mystic Bengal. И хочу отметить, что таких агентств, которые представляют данную экскурсию, совсем немного. Поэтому огромное спасибо, что... Thank you so much Thank you so much this for this experience. My pleasure to host you. Thank you. Thank you. Надеемся, что вам понравился этот выпуск. Поэтому ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. А с вами, друзья, еще увидимся в Бангладеше. Всем пока! До новых встреч!